Всем привет, значит, у нас сегодня супер дешман. Супер народные часы Smile с Озона брал за 692 рубля. Доставка из Китая, ну сколько там, где-то месяц они ехали. Модель называется G. В комплекте здесь только вот такая бумаженция и в принципе все. Они пришли в коробке, ну просто картонная коробка. Ну, как бы, ладно, мне стало интересно. Отзывы 5 у них, цена мега-мега дешман, как вы понимаете. И это, естественно, хамажик понятно кого, да, G-Shock'ов. Вот такая небольшая инструкция. И, значит, что эти часы умеют? Умеют они следующее. Значит, календарь там есть будильник. Они пикают каждый час, уже забодали довольно громко, кстати. День недели и есть второй часовой пояс. Но это то, что в описании. И то, что по инструкции. 50 метров водозащита, и прямо вот где-то в инструкции написано, значит, можно мыть машину и можно в душ. Но кнопки в воде не нажимать. Корпус здесь пластик АБС заявлен, кварц, ну непонятно какое, стекло минеральное. 50 метров, как уже говорил, они довольно большие. Такие миллиметров, наверное, под 50, то и больше. А вот такой здесь даже есть. Ого, бумаженца. А вы знали, что в интернет-магазине Best Watch более 50 тысяч товаров? Как доступные модели, так и эксклюзивные часы дорогих марок. Доставка по Москве, Питеру и регионам, удобная оплата и возможность вернуть товар в течение 14 дней. Ссылка в описании к этому ролику. Ну что же, работает. Тест номер 2. Бросаем где-то с метра. Просто на плитку. Работает. Следующий тест чуть-чуть подбрасываю. Ха! Подсветочка-то хороша, а? И все работает. Все по красоте. G-Shock'и, ребяточки. Ну и все, финальный тест. Это с силой бросаю на пол. Так. Ага. Подсветка работает, а что-то остальное перестало все работать. Показатели. Сбоить начало. Но, возможно, это можно настроить. Ладно, попробую настроить, потом расскажу. Да, значит, смотрите, после третьего броска, когда уже я немножко с силой бросил вниз, треснула здесь вот эта панелька прозрачная, где показатели. И сбоить стало все, что на субциферблатах показывает. То есть кварцевые часы, естественно, идут, которые вот основные, а все остальное вот прям потрескалось конкретно и перестало что-либо показывать. Даже не знаю теперь, есть ли смысл в морозилку засовывать, потому что вся электроника сдохла, кроме кварцевого основных часов. Ну, можно ради прикола еще в морозилочку добавлю. А так понятно, что, конечно, ну, это не G-Shock вообще никоим разом. От них, конечно, не стоило ничего-то ожидать. Все-таки часы там за 600 рублей. И так или иначе они, ну, вот в душе они не протекают, да, водичку я их поболтал, не протекли. Ну, для 50 метров окей. То, что они упали с метра и с ними все было нормально, тоже, в принципе, достойно. А вот, конечно, с силы чуть-чуть бросил, ну да. Ну, а вряд ли кто-то в здравом уме будет от таких часов ожидать, что они будут как G-Shock'и реально неубиваемые. Но, знаете, вот тут важный момент, что действительно
очень многие продавцы и начинают там писать в отзывы какие-нибудь там фальшивые делать или какие-то ролики снимать, что вот там почти что G-Shock, только стоит там 500-600 рублей, берите, все будет круто. Ну, как говорится, ни хрена подобного. То есть, да, при обычной носке они будут как обычные дешевые кварцевые часы, с ними, наверное, долго ничего не случится. Но нужно понимать, что раз вы выглядите как G-Shock и, в принципе, в каком-то плане мимикрируете под них, то, наверное, человек будет ожидать, что они достаточно надежные будут. А в итоге, конечно же, они абсолютно не надежны. Значит так, перед морозилкой хочу еще, вот было интересно, ремешок так подтянуть, подрать, насколько он крепкий. Ну вот опять же, да, у нас же часы такие, типа а-ля неубиваемые. Слушайте, ну пока не порвался, но уже вот эта вот часть выскочила. Сами знаете, G-Shock'и в таких ситуациях покрепче будут. Кстати, если хотите что-нибудь подобное сделать с G-Shock'ами какими-то, да, напишите обязательно в комментариях, вот сделаю, возьму какие-нибудь G-Shock'и и попробуем сделать то же самое, что с этими часами, как вот они будут себя показывать. Да, эти часы развалились сразу же. Ну и ремешок, да, здесь. Я думаю, здесь... здесь шпильки очень мягкие. Вот шпильки пошли уже сразу гнуться. Шпильки из какого-то Г. И вот эти, смотрите, тоже. Все, крепления уже сразу все отвалились. Я чуть-чуть потянул руками, ну абсолютно вот слегка, можно сказать. Крепления уже нахрен все отвалились. Ну, отлично, да. Ну и финальное испытание, конечно, немножко бессмысленно, потому что они уже сдохшие. Но, тем не менее, посмотрим, будет ли работать хотя бы основной кварцевый механизм после морозилочки. Ну, часа на 2. Пусть полежат. Ну, в общем, полежали они где-то пару часов в морозилке. Ничего с ними не произошло. В том плане, что, ну, тут как не работала уже электроника после удара об пол, так она не работает. Подсветочка вот даже зажигается. Кварц обычно идет, да. Ну, подзапотели они немножко. Ну, как бы, ладно, это окей. Что ж, наверное, нужно подвести какой-то вывод, итоги, да, по всему этому. Я могу сказать так. Если вам нужны просто дешевые кварцевые часы, то вы можете взять любые дешевые кварцевые часы, и не обязательно, чтобы они выглядели внешне как G-Shock, потому что, ну, это выглядит глупо. Эти часы не являются даже близко G-Shock'ами, при этом они такая вот бутафория. В том плане, что вы-то ждете какой-то защиты, но в них никакой защиты нет. И хуже того, здесь и крепление ремешка никакое, да, здесь и, ну, естественно, противоударность 0. А, собственно, если так, то проще купить какую-нибудь Casio FW91, он будет немножко дороже стоить, но это проверенные временем, надежные, хорошие часы, и они не будут выглядеть как некий там пародия на G-Shock. Если вам нравится просто стиль, ну окей, за 600 рублей вполне. Но опять же, если что-то с ними такое вот необычное, при носке, как, скажем так, чуть более агрессивной, чем обычная носка, то они сразу же поломаются. Да, либо с ремешком что-то может произойти, либо вот они чуть-чуть ударятся где-то, расколется этот циферблат, ну и 600 рублей или 700, сколько там у меня получилось, уже даже не помню, деньги потраченные зря. Поэтому вердикт мой следующий. Не брать, не брать. Лучше взять что-то более проверенное. Или даже если вы хотите взять какие-то ноунейм часы, ну возьмите там вообще за 300 рублей такой же кварц. Там будет просто кварц без вот этих вот всяких наворотов, да, которые по итогу-то очень ненадежные. И если что-то происходит, то они сразу же не работают и раскалываются. Поэтому вот такой у меня к вам совет. И еще один совет – это не пытайтесь думать, что вы можете получить G-Shock за 500, 600, 700 рублей. Вы его не получите. На этом все. Всем пока. С вами был Дэн. Берегите бабло и покупайте приличные часы. Пока.